Джеки, тетушка Сара наверху. Она заперлась в бронированной комнате. Они уже ломают дверь. Нам надо спешить. Помоги тетушке Саре! Кто эти ублюдки? Я таких броников в жизни не видел. Что этим козлам нужно, босс? Джеки, надо прорваться к Саре. Еще. Достал, мразь! Джеки, нет! Дитя, ты еще вернешься. И когда ты придешь... Ты ошибся, Джеки. Джеки, помоги мне, пожалуйста. Проснись. Ну, Джеки, вставай. Все хорошо. Ну вот. Все закончилось. Ты упал с кровати. У тебя кошмары, Джеки. Ты опять не пьешь свои таблетки? Винни. Я ничего не понимаю. Это
Это ад? У нас новая фантазия. Это же тьма. Так ведь? Это все обман. А, Джеки, что такое? Опять ты заладил свое. Тьма — это выдумка. Ночной кошмар. Что? Прости, парень, я знаю, ты совсем запутался. Твои кошмары — часть болезни. А ты не хочешь лечиться. Давай так. Ты примешь лекарство до завтрака, а я не скажу доку про кошмар. Все в порядке, дружище? Ты просто молодец, дружище. Джеки, я так горжусь тобой. Все благополучно. Джеки, я так горжусь тобой. Спокойно, мистер Уолкер. Да что со мной происходит? Но иногда это бывает. Я хочу продолжить прекращающийся. Нет, Боюсь, он регрессировал к состоянию сложного когнитивного расстройства. Его мысли в полном беспорядке. Я умею хранить Давайте тайны. попробуем Отпустите, я буду глазами. молчать, слово чести. Судя по анализам, у него проблема с Люди лейкоцитами. ценят то, чего не понимают. Может, Вот почему мы полетели попробуем мы. менее традиционный подход. Пойдем обычным путем. Вот Если он представь, ты выдержит, живешь в снова большом начнем городе, терапию. всё такое. Так пусть Он остальные приободрится, сидят в когда Северном вернется к полюсе, тебе ней. пофигу. Я поговорю с терапевтом. Джеки, тебя ищет доктор Джеймс. Хочет поговорить с тобой. Все хорошо, ты большой молодец. Просто зайди к нему. Мне очень жаль, что так вышло с Эдди. С Эдвардом? Он как раз там, ждет в кабинете доктора Джеймса. Зайди туда, ладно? Все нормально, окей? Нормально. Без паники, спокойствие, только спокойствие. Эй, Джеки, у меня есть кое-что большое. Джонни, умоляю, скажи мне, что это? Это проделки тьмы? Так я им и сказал, но они не верят. От компов у них рукава грязные. Я хотел внести твою ракету, но она не влезла. Больше на улицу не пойду. Джонни, помоги мне вытащить отсюда Дженни. Думаешь, есть какой-то тайный ключ ко всему? Сегодня вторник. Прими лекарство и дадут кусок мяса. Дерьмо. Что-то не так с моей головой. И не только. Слишком светло. Скоро что-то произойдет. В конце все становится ясно. Ты умеешь смотреть вперед? Я нет. Свет же кривой, иногда даже за угол заворачивает. А вот и Джерри. Он на 10-ярдовой линии. Проходит полузащитника. 20 ярдов, 30, 40, 50, 60, 100. Рывок в центр. Осталось пройти всего одного защитника. Ну же! Гол! 1600 невинных трупов. Ни одного выжившего. Вы слушали рассказ об атаке легкой бригады. На следующей неделе вас ждет новая история.
Он живет в потрохах, и ты его цель. Он жаждет хаоса. Я жажду крови. Ладно, странно. Все очень странно. Что-то не так с моей головой. И не только. Слишком светло. Ну иди. Что, опять утро? Дольфа, что за хрень тут творится? Я бы хотел стать художником. И ты тоже. Зарубка на память. Никогда больше не начинать войну на 2 фронта и никогда больше не подходить к Москве ближе, чем на 200 миль зимой. Да, и не забыть купить в аптеке цианистый калий в капсулах. Теперь я убедился, что решение вести войну на 2 фронта было весьма серьезной ошибкой. Эта ситуация неприемлема, поэтому я немедленно закрываю Восточный фронт. Пожалуйста, передайте русским. Пусть подождут, пока я управлюсь на Западе. Жизнь любит преподносить сюрпризы в самый неожиданный момент. Вот возьмем полный разгром немецкой армии, к примеру. Да кто ж такое мог предположить? Англичане двинули все свои силы в Северную Францию, плюс еще 2 американских дивизии. В ответ на этот явный блеф я отправлю все свои войска в Южную Германию. Они приготовятся к немедленной контратаке. Да, вижу. Да, вижу. Ладно, давай разберемся. Он говорит, что живет в большом особняке. Ага, он зовет это особняком, а по описанию выходит пентхаус. Он говорит, что живет там один со своими лохмами. А, лохмы. Он все время о них говорит, верно? И он говорит, что у него был дворецкий англичанин, да? Так ведь? Садовник. Он говорит, он был садовником, а не дворецким. Это он точно говорил. Да, есть разница. И он говорит, что у него крутая тачка. Так? Да, сказал, что это особенный лимузин. Он же глава семьи. Да, похоже, кое-кто начитался комиксов. Обалдеть! Да, неудачник. Да я уже поспал. Тони, умоляю, скажи мне, ты знаешь, что происходит? Фасоль горькая. Боже! Эй, яблочко есть? Ты яблоки любишь? Апельсин. Бананы страшно вкусные, но не фрукты, и я их не ем. Ты принес подарочек. А ты зачем здесь? Я тут ни при чем. Она меня не слушала, вот и самоубилась. Жизнь, что ведро с черешней. А я потерял вишенку в школьном автобусе. Кумкват. Слово-то какое. Ананас — зверюга капризная и подвластен только йогурту. Главное, не кидай фрукты на землю, иначе придет червь и сожрет их. Сливы часто мнутся, прямо как лица тех, кто не слушал советов. Хлебное дерево — дрянь, фрукты — дрянь, и в тостер не сунешь. Я люблю фрукты, но псих я не поэтому. А вот от тех, кто не ест клубнику, у меня и правда крыша едет. Вот не разбрасывала бы мясо по кухне, была бы тогда жива и здорова. В фигурной вермишели всегда найдется число зверя. А ты не смей совать консерванты в абрикосовый джем.
Ты посмотри на состав голубики. 100% голубика. Если мясо полезно, почему в нем нет витамина С? Клубника бесценна. Любите клубнику за вкус и запах. Откусив от чужого яблока, не жалуйся, что тебя убили. Я тут по ошибке. В мире хватает психов, которые не любят ежевику. Вот кого надо сажать под замок.